Если хочется просто расслабиться и не думать о сложных механиках, инкременталки – отличный выбор. Ты запускаешь процесс, немного его настраиваешь и спокойно наблюдаешь за развитием. Это уже третья часть, которой ты узнаешь еще о 5 проектах, достойных твоего внимания. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Скретчи-скратчи. Это та самая игра, где ты просто сидишь и стираешь лотерейные билеты. И внезапно ловишь азарт. Все начинается с пары купонов, но очень быстро это превращается в поток. Один за другим, в надежде поймать тот самый джекпот. Постепенно ты открываешь все больше разных билетов с особыми правилами, редкими символами и разным уровнем риска. Параллельно появляются улучшения. Можно повысить шансы на выигрыш, ускорить процесс с помощью автостирания, который делает это за тебя, и ты просто наблюдаешь, как растет баланс. Можно идти аккуратно, постепенно наращивая доход, а можно лезть в дорогие купоны с огромными выигрышами и риском потерять все. В какой-то момент появляется возможность бросить прогресс ради новых бонусов и выстроить уже более мощную стратегию. Игра цепляет именно этим ощущением азарта и постепенного роста, когда каждый новый заход делает тебя сильнее и приближает к еще более крупным выигрышам. Не повторять этого в жизни вызывает режим бомжа. Интересный факт. В игре есть купоны, где проигрыш может стоить всего прогресса, а также система престижа, которая позволяет начать заново ради более мощных улучшений. Имей в виду, есть еще элемент риска, когда ты решаешь, какие билеты скармливать автостиражке, а какие стирать вручную. Самый неожиданный момент – карта Final Chance, которая фактически убивает ваш забег, но при этом открывает следующий этап игры. Timber Rush. Ты просто начинаешь рубить огромное дерево, и вроде бы все звучит максимально просто, но очень быстро это превращается в настоящий поток апгрейдов и безумных чисел. Каждый удар дает ресурсы, а дальше уже не остановиться, все уходит в развитие. Постепенно открывается огромное древо навыков, где ты усиливаешь процесс рубки, добавляешь автоматизацию и начинаешь выстраивать свою систему. Появляются разные топоры, персонажи и особые бревна с эффектами. Можно замедлять время, вызывать молнии или собирать все на экране, и это сильно меняет темп прохождения. Со временем ты начинаешь не просто кликать, а создавать свой стиль игры. Какие улучшения брать, как комбинировать эффекты и как быстрее разгонять прогресс. Все завязано на сочетаниях. И чем они лучше, тем быстрее растут числа и открываются новые возможности. Разные топоры, персонажи и стили игры позволяют собирать билд под конкретный темп, от ручного клика до почти полной автоматизации. Интересный факт. Особые бревна могут давать эффекты вроде остановки времени или притягивания всех ресурсов на экране, полностью меняя ход игры. Игроки заметили, что баланс строится вокруг некого перелома. Сначала игра медленная, но после открытия автоматизации резко ускоряется. Но если слишком рано открыть автоматизацию, ручной геймплей быстро теряет смысл. Tiny Biomes. Cozy Idea. Ты просто погружаешься в спокойный вайб, где ничего не давит и никуда не торопит. Маленькие зверушки сами потихоньку добывают ресурсы, а ты подключаешься к этому процессу, собирая древесину и постепенно развивая свой уютный уголок. Со временем начинаешь строить небольшие биомы, зарабатывать золото и вкладываться в улучшения. Открывается древо навыков, которое усиливает производство. А еще можно прокачивать топор и самих животных, чтобы все работало быстрее и эффективнее. Иногда появляются сундуки с наградами, небольшие бонусы, которые приятно получить. Все устроено так, чтобы ты играл в своем темпе, без таймеров, без давления, просто постепенно развивая систему и наблюдая, как она начинает работать все лучше и лучше. Это больше про расслабление и процесс, чем про достижение какой-то цели. Игра как антистресс, держится на ощущении уюта, когда ты просто заходишь, немножко прокачиваешь все вокруг и смотришь, как твой маленький мир становится все краше. Интересный факт. Игру можно держать фоном. Идея в том, чтобы наблюдать за развитием мира, а не активно играть. Зашел, посмотрел, ушел. Основной продающий элемент в виде визуала выбирался разработчиком с помощью игроков. Он советовался с комьюнити, достаточно ли подходящий визуальный стиль для кози игры. Суть проекта – релакс для глаз. Rock Crusher. Ты управляешь небольшой машинной дробилкой, оказавшейся на странной и загадочной планете. Основной цикл простой, но залипательный. Дробишь камни, собираешь ресурсы, вкладываешь их в улучшения, начинаешь дробить еще больше и быстрее. Главной фишкой считается огромное древо навыков, где прогресс строится не просто на цифрах, а на изменениях самого геймплея через апгрейды. Постепенно открываются новые механики, помощники, улучшенные способы добычи и автоматизация. Чем дальше продвигаешься, тем сильнее растут числа, вплоть до абсурдных значений, что и дает тот самый инкрементальный кайф. Но игра не только про цифры. Здесь есть боссы, которые блокируют прогресс, и даже небольшой сюжет, который рассказывает, что вообще происходит на этой планете. Также есть престиж-система, скины, пасхалки и разные способы ускорить темп игры. Так что даже после сброса хочется вернуться снова. Интересный факт. Игру сделал по сути один разработчик за 8 месяцев, и он использовал ИИ для текстов и переводов, чтобы справиться с проектом в одиночку.
Еще раз напомню, что проект это не только Adelia Grind. В нем есть боссы, сюжет про загадочную планету и концовка, что редкость для жанра. Есть одна деталь, если не сдуть золото с экрана, можно закончить уровень с нулем ресурсов. Выглядит как баг, но частично это часть дизайна. Unnamed Space Adelia. Это космический кликер, где ты постепенно собираешь все более мощный корабль и уничтожаешь бесконечные волны инопланетян. Основной геймплей строится на прокачке и оптимизации. Ты выбираешь оружие, защиту, модули и комбинируешь их под разные типы врагов. Игра выделяется количеством систем, их тут реально много. Помимо классического, копится ресурс, улучшаешься, есть крафт, реактор, исследование, система осколков, престиж и даже настройка билдов под конкретной ситуации. Это делает ее не просто кликером, а почти стратегией в формате инкременталки. Со временем открываются новые корабли, механики и комбинации. Ты не просто копишь ресурсы, а наблюдаешь многоуровневый прогресс, где каждая система влияет на следующую. Многие механики скрыты и открываются только после десятков секторов. Важный момент. Здесь реально нужно думать. Неправильная сборка может сильно замедлить развитие. Интересный факт. При обычной игре ее можно проходить месяцами, а некоторые игроки проводят в ней сотни часов благодаря постоянному добавлению новых систем и обновлений. Также многие игроки сталкиваются со стеной прогресса. После определенных секторов игра резко замедляется и требует грамотной пересборки билда. Вот такая подборка Adelia игр от меня тебе. Просьба ко всем, будьте активными в видосах любимых каналов и в моем, если он тебе понравился. Иначе алгоритм пройдет мимо. Смотри другие мои ролики, и ты найдешь игру на вечер. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.